Глава 41. Флакон, контролирующий небеса. Однажды ночью, несколько дней спустя. Небо было совершенно ясным. Луна висела среди мириад звезд, и время от времени мимо проносились падающие звезды. Внутри тайной комнаты своей пещеры Хань Ли сидел в центре, скрестив ноги и закрыв глаза. Лучи звездного света падали сквозь отверстие в потолке, окутывая все его тело слабым серебряным сиянием. Под ним на земле сиял вырезанный сложный массив. Он состоял из 7 больших звездных диаграмм, каждая из которых была размером с футон. Все диаграммы ярко светились и соединялись вместе, образуя форму Большой Медведицы. Массив был известен как массив сбора энергии Большой Медведицы и не был описан в искусстве происхождения Большой Медведицы. Хань Ли создал его, основываясь на своих знаниях о звездах и другом звездном массиве. Все звезды на небе казались похожими, но их энергии были совершенно разными. Одни были ближе к инь, другие — к янь, а третьи колебались между ними. Искусство происхождения Большой Медведицы черпало силу из 7 звезд Большой Медведицы, которые постоянно менялись, создавая глубокий и неповторимый источник звездной энергии. Хань Ли создал этот массив в соответствии с особыми свойствами 7 звезд, и тот был способен помочь ему использовать звездную силу Большой Медведицы. В этот момент Хань Ли сидел на первой звезде созвездия Большой Медведицы в массиве. Внезапно он распахнул глаза и взмахнул рукой, высвобождая печать заклинания. Звездный массив под ним пришел в движение. 7 звезд начали ярко светиться, первая — особенно сильно. Искорки белого света возникли из воздуха, заполняя пространство и образуя бесчисленные диаграммы созвездий. В этом море звезд фигура Хань Ли казалась размытой и нечеткой. Он читал заклинания, одновременно складывая ручные печати в соответствии с требованиями искусства происхождения Большой Медведицы. Примерно через 15 минут из его лба хлынул поток мощного духовного чувства, который закружился, формируя невидимый вихрь над его головой. Хань Ли сменил ручную печать, и вихрь духовного чувства над ним раскрылся, постепенно принимая форму, напоминающую туманность. В туманности проявилось искусство происхождения Большой Медведицы, и оно вошло в резонанс со звездным массивом внизу. Хань Ли поднял голову, посмотрел сквозь отверстие в потолке на 7 ярко сияющих звезд на ночном небе. Затем его взгляд упал на звезду Дубхи, первую звезду Большой Медведицы, и он начал читать сложное заклинание. Ослепительная звезда Дубхи будто вспыхнула, а затем из нее хлынула безграничная звездная сила, словно серебряный водопад. Пройдя через отверстие в потолке, сила окутала Хань Ли волнами. Лицо Хань Ли стало серьезным. Способность человека черпать силу звездного света зависела от мощи его духовного чувства. Текущее духовное чувство Хань Ли было сравнимо с таковым у бессмертного, что создавало прочную основу для практики этой техники, но он не мог расслабляться. Хань Ли продолжал складывать ручные печати, управляя техникой, и звездная сила вокруг него начала рябить, а затем собралась в бесчисленные нити света, напоминающие тонкие иглы. Нити были окутаны его духовным чувством. Они на мгновение закружились вокруг него, а затем упали, как дождь, пронзая его тело. Хань Ли вздрогнул, сделал резкий вдох, и его брови нахмурились. Нити света имели материальную форму и пронзали его тело, словно бесчисленные мечи. Все его тело было изрезано, из ран обильно текла кровь, быстро окрашивая одежду в красный цвет. Но еще страшнее было то, что эти нити беспорядочно метались у него внутри, разрезая его, будто лезвие. Если бы не невероятная физическая сила Хань Ли, он бы уже катался по земле в агонии. Но спустя несколько мгновений его брови начали разглаживаться. Он чувствовал, как нити звездного света медленно распадаются на чистейшую звездную силу, которая просачивается в каждую клеточку его тела. Это было обнадеживающе. Хань Ли сделал глубокий вдох, подавляя боль и ликование, чтобы полностью сосредоточиться на управлении техникой. Все больше звездной силы падало с небес, проникало в его тело и начинало прокладывать себе путь в соответствии с техникой. У него все еще были тяжелые раны, от которых он не мог оправиться из-за своей неспособности поглощать изначальную ци мира. Но этот поток чистой звездной силы начал исцелять его, раны быстро затягивались. Отверстия, проделанные в его теле нитями звездного света, тоже мгновенно зажили, не причинив ему никакого серьезного вреда. По мере того, как процесс продолжался, агония от постоянных пронзаний утихла. Хань Ли обнаружил, что полностью погрузился в совершенствование. 7 дней пролетели как миг. Хань Ли все еще сидел на диаграмме первой звезды в центре пещеры. Каждое волокно его мышц и сухожилий излучало сияние, напоминающее звездный свет. Тот же свет начал исходить и из его костей. В его нижней части живота мерцала красивая искорка синего света. Искорка то расширялась, то сжималась, будто дыша, и поглощала большую часть звездной силы, вливающейся в тело Хань Ли. Выражение его лица было спокойным и безмятежным, без каких-либо признаков боли.
Внезапно звездная сила вокруг него заволновалась, и искорка синего света в его животе вспыхнула, непрерывно клубясь. В синем свете появилась глубокая руна звездного света. Руна просуществовала лишь мгновение, прежде чем исчезнуть в его теле во вспышке. Хань Ли открыл глаза, на его лице появилась радостная улыбка. Благодаря невероятно сильному телу и мощному духовному чувству он смог полностью овладеть первым уровнем искусства происхождения Большой Медведицы всего за несколько дней, успешно сформировав свою первую глубинную апертуру. Но он не собирался выходить из уединения и снова закрыл глаза, чтобы закрепить свой прогресс. Несколько дней спустя, в ясную ночь, глаза Хань Ли распахнулись. Он поднял руку, останавливая работу массива сбора энергии Большой Медведицы. Звездная сила и искорки белого света вокруг него мгновенно отступили. Хань Ли встал, подошел к темно-зеленому флакону, стоявшему на полу, и поднес его к глазам. В этот момент маленький флакон был окутан слоем зеленого света, а на его поверхности мерцали странные золотые руны, придавая ему древний вид. Внезапно вспышка зеленого света исчезла в темно-зеленых узорах на флаконе, но золотые руны остались, слегка выступая из его поверхности. Хань Ли осторожно покачал флакон из стороны в сторону и почувствовал, как внутри кружится капля жидкости. На его лице появилась легкая улыбка. Последние несколько дней он всегда ставил флакон на пол перед собой во время культивации. Время от времени на поверхности флакона появлялся слой слабого белого света. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что он состоит из бесчисленных крошечных искорок белого света, которые быстро проникали во флакон, будто живые существа, пока не исчезали полностью. Это явление длилось недолго и прекращалось через некоторое время. Раз в 2 дня после того, как флакон поглощал белый свет, появлялся слой зеленого света, а затем внутри появлялась капля зеленой жидкости. Хань Ли отвел взгляд, осторожно поглаживая пальцами узоры из листьев на маленьком флаконе. Он делал это с предельной осторожностью, будто гладил по щеке любимого человека. Ощупывая контуры флакона, Хань Ли вспоминал прошлое. Он будто вернулся в секту Семи Тайн, на ту самую маленькую лекарственную ферму в долине Божьей Руки, где впервые экспериментировал с зеленой жидкостью. С этим воспоминанием вернулось и то же чувство беспокойства и предвкушения, которое он испытывал тогда. Хань Ли знал, если бы он тогда случайно не обнаружил, что зеленая жидкость во флаконе способна ускорять созревание духовных трав, то, возможно, никогда бы не смог ступить на путь культивации. И уж точно не смог бы подняться до уровня сильнейшего практика человеческой расы, которого почитает все царство духов. Этот флакон, контролирующий небеса, сопровождал его на протяжении всего пути. За 300 лет, что Хань Ли провел без сознания после вознесения в царство бессмертных, он потерял Дао Сосе, монарха Золотого Жука-Пожирателя и многих своих бывших союзников. Он лишился многих своих ресурсов, но всегда бессознательно защищал этот флакон, не позволяя себе расстаться с ним. Хань Ли испытывал к нему особую привязанность. Внезапно он поднял бровь и перестал гладить флакон, на его лице появилось странное выражение. Хань Ли нахмурился, вытащил пробку и заглянул внутрь. В его глазах мелькнули удивление и ликование. Затем он немедленно закрыл флакон пробкой и выбежал из тайной комнаты. Глава 42. Восстановление утраченного. В помещении для переработки пилюль Хань Ли снова снял пробку с флакона, контролирующего небеса, и поставил его на землю рядом с печью. Отойдя на несколько шагов, он поднял руку, высвобождая печать заклинания и активируя массив под печью. Пламя взметнулось вверх, жадно облизывая стенки. Сделав глубокий вдох, Хань Ли вытянул палец в сторону печи. Шар багрового огня вылетел из-под нее, закружился в воздухе и превратился в тонкую линию огня, напоминающую маленькую змею. Повинуясь воле Хань Ли, она юркнула во флакон, контролирующий небеса. Внутри флакона вспыхнул красный свет, а затем он засиял ослепительным сиянием. Узоры из листьев на поверхности замерцали темно-красным оттенком, будто оживая. Хань Ли, не отрываясь, наблюдал за происходящим, его глаза слегка сузились. Немного погодя, красный свет внутри флакона погас, и тот вернулся в нормальное состояние. Однако взгляд Хань Ли не дрогнул. Время шло. Примерно через 15 минут Хань Ли снова поднял руку. Из печи вырвался еще один, более крупный, огненный шар и устремился в маленький флакон. Внутри снова вспыхнул красный свет, а затем погас, но на этот раз он задержался немного дольше. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Он продолжал направлять огонь во флакон. Интервалы между каждым разом становились все короче, а красный свет внутри горел все дольше. Спустя какое-то время Хань Ли влил во флакон очередную порцию огня, и красный свет внутри не угасал целых 15 минут. Глаза Хань Ли загорелись. Внезапно из флакона раздался пронзительный крик, и появились полоски серебристого света, жадно поглощая красный.
В следующее мгновение из горлышка флакона вырвался поток ослепительного серебряного света, который ударил в потолок помещения. Отскочив, он осветил все вокруг серебряным сиянием. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет. Он смотрел на поток серебра с радостью, но вскоре его брови нахмурились. Серебряный поток несколько раз закружился в воздухе, а затем превратился в крошечную птицу. Ее тело состояло из чистого пламени. Расправив крылья, она полетела к Хань Ли. Хань Ли поднял руку, и серебряная огненная птица грациозно зависла над его ладонью, а затем начала летать вокруг указательного пальца, радостно щебеча, словно радуясь встрече с хозяином. Эта птица была ничем иным, как сущность огненного ворона, который родился, когда пламя сущности Хань Ли обрело духовную природу. Еще в царстве смертных Хань Ли получил высшее пурпурное пламя, соединив небесное ледяное пламя с ледяной ци шестикрылая ледяная многоножка, а затем соединил его с великим истинным инским пламенем. Попав в царство духов, он использовал великое истинное инское пламя, чтобы поглотить множество других, что в итоге и привело к появлению пламени сущности. Это пламя не только поглощало все виды духовных огней, но и было невероятно эффективно в укрощении духовных зверей огненной природы. Это был один из главных козырей Хань Ли, позволивший ему достичь могущества в царстве духов. Хань Ли тихо вздохнул, отгоняя воспоминания. Он слегка поднял руку, и огненный ворон послушно сложил крылья, приземлившись на его ладонь. Почему-то с момента пробуждения Хань Ли не чувствовал своего пламени и решил, что потерял его. Но оказалось, что оно все это время дремало во флаконе контролирующего небеса. Еще в тайной комнате его духовное чувство внезапно установило слабую связь с пламенем. Именно поэтому он сразу же отправился в помещение для переработки пилюль, попытавшись использовать жар печи, чтобы пробудить огненную птицу. К его удивлению, у него получилось с первой попытки. Однако, глядя на танцующего на его ладони серебряного ворона, Хань Ли хмурился. Птица была размером не больше 7 сантиметров, а ее аура значительно ослабла. Это еще больше разозлило Хань Ли. Было ясно, что нынешнее состояние птицы было связано с тем, что с ним случилось с потерей памяти и сил. Хань Ли поклялся себе, что кто бы ни сделал это с ним, он отомстит. Отбросив эти мысли, Хань Ли выпустил из рукава поток лазурного света, чтобы вернуть серебряного ворона в свое тело. Птице предстояло долго восстанавливаться. Примерно через 15 минут Хань Ли покинул пещеру и отправился в северо-западный угол своего духовного сада. Осмотревшись и убедившись, что все в порядке, он поднял руку и щелчком запястья выпустил несколько маленьких треугольных флажков, обозначив круг. Хань Ли начал читать заклинание, одновременно складывая ручную печать. Флажки вспыхнули фиолетовым светом, создавая мерцающий барьер, который окутал всю область. Хань Ли шагнул внутрь. Фиолетовое сияние барьера исчезло, растворившись в темноте. Если бы кто-то в это время проходил мимо, он бы ничего не заметил, если бы не был как минимум на стадии божественной трансформации. Но практик такого уровня был бы немедленно обнаружен Хань Ли, и с ним бы быстро разобрались. Внутри барьера Хань Ли взмахнул рукой, и в воздухе перед ним появились около 20 красивых деревянных шкатулок. Он снова взмахнул рукой, крышки шкатулок откинулись, и в воздухе поплыл аромат лекарственных трав. Внутри лежали несколько десятков белых растений с целыми корневыми системами. Они вылетели из шкатулок и, опустившись на землю, укоренились в почве. Эти растения были похожи на женьшень, но на самом деле это были травы облачного журавля, которым было около 100 лет. Последние несколько дней Хань Ли посещал торговую долину, скупая все травы облачного журавля, какие мог найти. Чтобы не привлекать внимания, он скрывал свой уровень культивации и каждый раз надевал новую маскировку. Взглянув на укоренившиеся травы, Хань Ли достал флакон, контролирующий небеса. Он сделал глубокий вдох, снял пробку и, перевернув флакон, направил его горлышко на траву облачного журавля прямо под ним. Капля зеленой жидкости медленно вытекла из флакона и упала на растение. Жидкость просочилась в корни. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Он вышел из-под светового барьера. Глава 43. Возмездие свершилось. Времена года сменяли друг друга, и 2 года пролетели в мгновение ика. К северо-западу от процветающей нации раскинулся горный хребет кровавого света, простиравшийся на 1000 километров. Духовная ци здесь была скудной, горный хребет был полон бесплодных вершин и глубоких туманных долин. Внутри одной такой долины, темной и красной, как кровь, ютились многочисленные строения. Время от времени в воздух поднимались облаченные в красные одежды культиваторы, сновали туда-сюда, входили и выходили из зданий. В просторном зале в глубине долины мужчина средних лет в синей мантии возбужденно расхаживал взад-вперед. Время от времени он бросал взгляд на массивные каменные ворота в глубине зала. Ворота были плотно закрыты, их поверхность мерцала багровым светом.
Босс все еще не вышел из уединения. Раздался мужской голос снаружи. В зал вошел крепкий мужчина с изрезанным шрамами лицом. «Должен скоро. Как дела у тебя?» — спросил мужчина в синей мантии, не скрывая беспокойства. Подкрепление из 9 филиалов уже прибыло, остальные 4 тоже на подходе. Большинство учеников внутреннего двора, которые выполняли задания за пределами секты, отозваны. «Не слишком ли мы раздуваем из мухи слона?» С сомнением спросил крепкий мужчина. Всего за 10 дней 6 филиалов стерты с лица земли, и даже мастер филиалов пропали без вести, будто растворились в воздухе. Думаешь, кто-то из нас способен на такое? Устало вздохнул мужчина в синей мантии. Как такое возможно? Я не знал, что все настолько серьезно, пробормотал крепкий мужчина. Проблема в том, что, стянув всех сюда, мы парализовали торговлю во всех филиалах. Потери огромны. Боюсь, босс обвинит тебя в самовольстве, и голос мужчины оборвался, он вздрогнул, будто его посетила страшная мысль. Мужчина в синей мантии тоже побледнел, но тут же покачал головой. Я все понимаю, но если бы я медлил, наша секта могла понести такие потери, от которых уже не оправилась бы. Все нас боятся и уважают, но на самом деле молятся о падении секты Кровавого Меча. Если мы покажем слабину, даже эти демоны не упустят шанса добить нас. В глазах крепкого мужчины вспыхнул злобный огонь. Не посмеют. Все знают, на что способен босс. Разве ты забыл, что случилось с семьей Юй? Когда-то они были самой могущественной семьей в государстве, но их глава совершил ошибку, выступив против нашей секты. Босс вырезал всю семью, больше 1300 человек. За одну ночь. Даже детей не пощадил. Сейчас, когда босс совершил прорыв и достиг средней стадии божественной трансформации, он раздавит этого мерзавца как букашку. Боюсь, все не так просто, покачал головой мужчина в синей мантии. Больше месяца назад группа женщин из расы теневых кошек, которых перевозил мастер филиала Ши, была атакована. Больше 20 человек, включая мастера Ши, пропали. До сих пор о них ни слуху, ни духу. Похоже, их исчезновение как-то связано с недавними событиями. Мастер Ши был практиком средней стадии зарождающейся души, но даже он не спасся. Это многое говорит о нашем противнике. Я ничего не слышал об этом. Поразился крепкий мужчина. В таком случае этот тип не слабее босса. Возможно, нам стоит обратиться за помощью к секте Небесного Призрака. В этот момент багровый свет на поверхности каменных ворот погас, и они с грохотом распахнулись. В зале появился мужчина в белоснежной мантии. На вид ему было чуть больше 30. Чисто выбритое лицо и приятная внешность создавали впечатление мягкости и элегантности. «Приветствуем мастера секты». Мужчины в зале поспешно склонились в почтительном поклоне. «Не нужно лишних церемоний», — мягко улыбнулся мужчина в белой мантии, подходя ближе. «Вставайте. Говорите, что у вас». Мужчины поспешно поблагодарили его и выпрямились. «Босс, я», — мужчина в синей мантии сделал шаг вперед, но его перебили. «Я получил твое сообщение еще несколько дней назад», — произнес мужчина в белой мантии. «Иначе не стал бы прерывать уединение. У меня мало времени, Фэн Сун. Просто скажи, есть ли какие-нибудь новости?» 3 дня назад на наш филиал в государстве Суй напали. Почти никто не выжил, доложил Фэн Сун, стирая холодный пот со лба. Учитывая это и то, что случилось с мастером Ши, мы полагаем, что наш противник как минимум практик стадии божественной трансформации. Судя по следам на местах преступлений, он мастерски владеет техниками огня или использует сокровища огненной стихии. Почти никто не выжил. Значит, выжившие все-таки есть. Мужчина в белой мантии слегка улыбнулся. Я же сказал, что у меня мало времени, Фэн Сун. Не испытывай мое терпение. Сердце Фэн Суна ухнуло. «Прошу прощения, мастер», — поспешно проговорил он. Один человек из филиала в государстве Суй выжил. Он ждет снаружи. Я сейчас же приведу его. Мужчина в белой мантии кивнул. Фэн Сун, не теряя времени, развернулся и крикнул кому-то за дверью. К этому моменту его спина была мокрой от пота. Худощавый юноша, поспешно войдя в зал, упал на колени. «Не нужно церемоний. Встань и расскажи, что произошло во время нападения», — мягко улыбнулся мужчина в белой мантии. Юноша не осмелился встать и заговорил дрожащим голосом, не поднимая глаз. «3 дня назад на наш филиал напали поздно ночью. Я не видел преступника. Знаю только, что он использовал какую-то огненную технику и сжег весь филиал дотла. Никто не выжил. Даже мастер Юй. Если все погибли, как ты выжил?» — спросил мужчина в белой мантии.
«Я выполнял поручение и еще не успел вернуться в филиал», — ответил юноша, в его глазах застыл ужас. «Я видел нападение издалека, поэтому и выжил. Ты что-то скрываешь». Мужчина в белой мантии слегка нахмурился. Юноша задрожал еще сильнее. «Нет, мастер», — мужчина в белой мантии улыбнулся и внезапно протянул руку. Тело юноши одеревенело, его окутали полосы черного света, которые впились ему в голову, словно змеи. Юноша издал мучительный вопль, кровь хлынула из его глаз и ушей, но тут же затих, обмякнув на полу. «Похоже, он говорил правду», — задумчиво произнес мужчина в белой мантии, опуская руку. Фэн Сун и крепкий мужчина все это время стояли, опустив головы, не смея произнести ни слова. Внезапно снаружи раздался оглушительный грохот, затем серия встревоженных криков. Весь зал задрожал. На лице мужчины в белой мантии мелькнуло недовольство. Он стремительно бросился к выходу, Фэн Сун и крепкий мужчина поспешно последовали за ним. Небо над долиной было окутано багровым барьером. Над ним висели 3 огромные черные горы, высотой более 300 метров каждая. Вокруг гор клубился черный свет. Горы и барьер, казалось, зашли в тупик, не уступая друг другу. Из зданий в долине вылетали фигуры в красном. Остановившись в воздухе, они с тревогой смотрели на небо. Внезапно сверху рухнула еще одна черная гора, заставив красный барьер содрогнуться. Тот не выдержал и с оглушительным треском разлетелся. 4 огромные горы обрушились вниз, накрыв своими тенями почти половину долины. Люди в панике бросились в рассыпную, но горы падали слишком быстро. На лицах тех, кто не успел спастись, застыл ужас. В этот момент над залом появился мужчина в белой мантии. Он взмахнул рукой, и в воздух взмыл большой багровый флаг. Флаг резко увеличился в размерах, выпуская волны багрового света. Он застыл под черными горами, пытаясь остановить их падение. Горы и флаг столкнулись с сокрушительной силой. Багровое полотнище затрепетало, но выдержало. Слава мастеру секты! Ученики секты Кровавого Меча ликовали. Но не успели они порадоваться, как в небе появилась еще одна тень, и на долину обрушилась 5-я черная гора. Гигантский багровый флаг не выдержал мощи 5 гор и разорвался на куски. Ничто больше не сдерживало их сокрушительную мощь. 5 гор накрыли собой почти всю долину, погрузив ее во тьму. Лицо мужчины в белой мантии исказилось. Немедленно ни секунды он обратился в полоску света и исчез, ускользнув прямо перед тем, как горы рухнули на землю. Земля содрогнулась от удара, в воздух поднялись клубы пыли, сквозь которые прорывались предсмертные крики. Мужчина в белой мантии парил над долиной. Его лицо было искажено гневом. В воздухе, над клубящейся пылью, висел нефритовый летающий ковчег. На нем стояли пожилой даосский священник и красивая молодая женщина. Это были даосский мастер Белый Камень и Люлеер. «Кто вы?» — спросил мужчина в белой мантии, прищурившись. «Я та, кто заберет твою никчемную жизнь», — холодно ответила Люлеер. Мужчина в белой мантии, казалось, что-то припоминал. «А, ты из расы облачных лисиц. Та самая маленькая демоница, которой удалось сбежать несколько лет назад. Впечатляет. Достигла стадии формирования ядра всего за пару лет. Шкуры твоих сородичей очень ценятся. Я сколотил целое состояние, продавая их. Цзя-Жень, я убью тебя». В глазах Люлиэр заблестели слезы. Она сложила ручные печати, и ее левую руку окутал серебряный свет. Появился серебряный огненный шар, который быстро превратился в огненного ворона размером с ладонь и бросился на мужчину. Пока Цзя-Жень говорил, он успел осмотреть окрестности в радиусе нескольких сотен километров, но не обнаружил ни одного практика стадии божественной трансформации или выше. Сначала он опешил, увидев ничем не примечательного серебряного ворона, а затем на его лице появилась презрительная ухмылка. Подумать только, что 2 жалких культиватора стадии формирования ядра решили бросить мне вызов. Что за шутка? Он открыл рот и выпустил черное кольцо, которое мгновенно превратилось в огненного черного монстра ростом почти 1000 футов. Существо напоминало по форме льва, и оно излучало чрезвычайно жестокую ауру, когда набросилось на серебряного огненного ворона. Разница в размерах 2 существ была настолько велика, что это было почти комично. Однако, как только они столкнулись, серебряный огненный ворон мгновенно исчез в теле огненного черного монстра, прежде чем вылететь с другой стороны. Тело огненного черного монстра мгновенно одеревенело, а затем взорвалось с оглушительным грохотом. Глаза Цзя-Женя расширились от недоверия, увидев это, но он немедленно отреагировал, развернувшись, чтобы убежать от серебряного огненного ворона. В то же время по всему его телу вспыхнул свет, и он мгновенно оказался заключен в костюм сияющих багровых доспехов.
Однако серебряный огненный ворон был невероятно быстр, догнав его в одно мгновение, прежде чем пронзить его тело, полностью минуя костюм багровых доспехов. Цзя-Жень не успел даже вскрикнуть, как вспыхнул факелом. Сокровища и магические инструменты, которые были при нем, сгорели дотла вместе с его телом. Серебряный огненный ворон закружил в небе, а затем открыл рот, чтобы выпустить волну серебряного пламени на долину внизу. Когда волна серебряного пламени опускалась, она быстро расширялась, и к тому времени, когда она опустилась на долину, она уже раздулась, превратившись в бушующее море серебряного огня. Поскольку на месте были 5 гигантских гор, никто из людей в долине не смог сбежать за короткое время. Люлиэр посмотрела вниз на море палящего пламени, и ее зрение уже было затуманено слезами. «Отец, мама, брат, сестра», — прошептала она. «Я отомстила за вас. Секты Кровавого Меча больше нет. Мои поздравления, товарищ Даослю», — произнес даосский мастер Белый Камень, сжимая кулак в приветственном жесте. «Я бы не справилась без твоей помощи, которую ты оказывал мне все эти годы, товарищ Даос Белый Камень», — ответила Люлиэр, вытирая слезы, прежде чем сделать реверанс в сторону даосского мастера Белого Камня. «Братец Камень никогда не забудет твоей доброты. Не стоит благодарности, госпожа Лю». «Я всего лишь выполнял приказ старшего Хань», — поспешно ответил даосский мастер Белый Камень. Глава 44. Цепи законов. Тем временем, на пике восходящего облака в горном хребте духовного пламени. Внутреннее пространство определенной секретной комнаты в уединенной пещере было полностью освещено ослепительным белым сиянием. В центре секретной комнаты находился огромный белый кокон в форме человека, поверхность которого была изрешечена тонкими нитями белого света, образующими бесчисленные слои, наложенные друг на друга. Внезапно массив на земле начал ярко светиться, особенно диаграмма туманности под белым коконом, заполняя всю секретную комнату еще более ярким сиянием. Нити света на поверхности белого кокона мгновенно начали извиваться, как будто ожили, и сразу же после этого на коконе появились бесчисленные белые руны, которые начали расширяться с невероятной скоростью. Спустя несколько мгновений кокон взорвался с оглушительным грохотом, открывая молодого человека, сидящего со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Верхняя часть тела молодого человека была совершенно обнажена, но вокруг него было облако белой ци, и это был никто иной, как Хань Ли. Внезапно он открыл глаза, которые сверкнули синим светом, и из его тела вырвалась поразительно мощная аура, рассеявшая белую ци вокруг него. На его груди и животе можно было увидеть 5 ослепительных искорок синего света, в каждой из которых находилась руна звездного света, которая непрерывно вращалась и мерцала. Плоть, сухожилия и кости под его кожей также слабо светились, создавая впечатление, будто его тело содержит бесчисленное множество звезд. Немного погодя, когда руны звездного света постепенно исчезли, сияние, исходящее от его тела, также медленно исчезло. Хань Ли глубоко вздохнул, и в его сердце зародилось чувство нескрываемого волнения. После 2 лет изнурительной культивации он, наконец, успешно проявил 5-ю глубокую апертуру, овладев 5-м уровнем искусства происхождения Большой Медведицы. Прогресс, которого он добивался, был в сотни раз быстрее, чем мог ожидать обычный культиватор, но больше всего его радовало то, что его физические травмы наконец полностью зажили, а его духовное чувство также восстановилось примерно на треть от того, что было на пике его формы. Оценивая эти изменения в своем теле, он перевернул руку, чтобы достать светло-голубую духовную траву, напоминающую кусочек женьшеня, затем положил ее в рот и начал жевать. Несмотря на то, что его дантянь медленно пополнялся магической силой, на его лице появилась кривая улыбка. С помощью флакона контролирующего небеса он уже накопил довольно большую коллекцию трав облачного журавля возрастом 500 лет за последние 2 года. В его нынешнем состоянии этого было уже достаточно, и все, что сверх этого, просто пропадет даром. Не так давно он провел эксперимент, вырастив траву облачного журавля до 10 тысяч лет, прежде чем употребить ее. Однако, как только магическая сила, производимая травой, вышла за пределы порога стадии зарождающейся души, избыточная магическая сила просто рассеялась, не оказав никакого положительного влияния на восстановление его базы культивации. Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от этого хода мыслей, а затем закрыл глаза, чтобы осмотреть свое внутреннее состояние. В результате он обнаружил, что туман внутри его дантяня явно стал гораздо тоньше. Это было очень обнадеживающее зрелище, и он быстро отследил свою зарождающуюся душу по золотому свету, который она испускала, а затем направил на нее свое духовное чувство. Зарождающаяся душа все еще находилась в своей первоначальной позе и оставалась в состоянии спячки. Хань Ли на мгновение замешкался, увидев это, а затем проявил в своем дантяне серию тонких нитей духовного чувства, которые по его велению медленно приблизились к зарождающейся душе. Как только нити духовного чувства приблизились к зарождающейся душе, они мгновенно ускорились, пронзая ее, как буря стальных игл.
Как раз в этот момент раздался оглушительный грохот, когда из тела зарождающейся души вырвалась дуга черного света, удерживая все нити духовного чувства на расстоянии. Тело Хань Ли содрогнулось, и он издал приглушенный стон, когда его дантянь сильно забурлил. После некоторого колебания он стиснул зубы, прежде чем обратиться к своей технике очищения духа. Его духовное чувство мгновенно заполнило весь его дантянь, и количество нитей духовного чувства резко возросло, образуя грозную волну, которая с разрушительной силой ударила по дуге черного света. Дуга черного света лишь на мгновение смогла противостоять нападению, прежде чем рассеяться в клубах черного дыма. Волна нитей духовного чувства мгновенно затопила миниатюрную золотую фигурку, и духовное чувство Хань Ли наконец смогло проникнуть в его зарождающуюся душу. Однако зрелище, которое его встретило, было далеко неприятным. Внутри тела его зарождающейся души были 8 чернильно-черных цепей, слабо светящихся. Эти цепи проходили через всю зарождающуюся душу, причем некоторые из них были соединены с конечностями зарождающейся души, а другие — непосредственно с ее головой. Все черные цепи были пропитаны слабым черным туманом, что придавало им чрезвычайно своеобразный вид. Что еще больше удивило Хань Ли, так это то, что эти черные цепи, казалось, были пропитаны какой-то неизвестной силой законов. Брови Хань Ли слегка нахмурились, и он манипулировал своим духовным чувством, чтобы сформировать небольшой топор, который был опущен на одну из черных цепей. Раздался громкий лязг, когда острое лезвие топора ударилось о цепь, и он сильно задрожал, прежде чем отскочить и отлететь назад под действием какой-то необъяснимой силы. Когда топор отлетел в воздух, он распался на искорки света, которые быстро исчезли. В результате Хань Ли испытал легкое головокружение, но после непродолжительного отдыха он решил попробовать еще раз. Под управлением его духовного чувства большое количество его духовной силы превратилось в облако дыма, которое направилось к черной цепи, прежде чем прилипнуть к ней, пытаясь расплавить цепь. Однако в тот момент, когда дым соприкоснулся с цепью, последняя немедленно зашевелилась, высвобождая струйки черного тумана, которые быстро окутали дым, прежде чем поглотить его. Хань Ли все еще не хотел сдаваться и продолжал свои эксперименты. Тем временем где-то в царстве бессмертных. В обширной пустыне с темным и пасмурным небом свирепый ветер непрерывно выл, как стоны бесчисленных призраков, поднимая клубы песка и пыли, которые заполняли весь воздух. Вдали несколько десятков песчаных смерчей расположились рядом друг с другом, образуя желтую стену, которая тянулась до самого неба. Стена смерчей двигалась вперед, и по мере того, как она это делала, она становилась все шире и шире. Однако, когда стена смерчей достигла точки, которая находилась примерно в 5 километрах от центра пустыни, она внезапно распалась, разбрасывая песок во все стороны, как будто она врезалась в неподвижную гору, хотя на самом деле она явно не встретила никаких препятствий. В центре дворца возвышался величественный зал высотой более 30 метров. Весь зал был землисто-желтого цвета, и снаружи на нем не было никаких украшений. Как будто он вырос из песка пустыни, и от него исходила бесплодная и архаичная аура. Внутреннее пространство зала было довольно большим, с несколькими десятками толстых квадратных столбов, расположенных по всему периметру. На стенах висело около десятка жаровин, которые испускали слабое зеленое свечение, что придавало всему залу мрачный и зловещий вид. При тусклом свете этих жаровин можно было едва разглядеть большой черный стул в центре зала. Довольно странным было то, что, несмотря на завывающий снаружи ветер, внутри зала не было слышно ни звука. На большом черном стуле сидел худой мужчина средних лет, который как раз поднимал одну из своих высохших рук, заставляя черные цепи вокруг его руки лязгать и шелестеть. У мужчины были впалые щеки и сухое, сморщенное лицо. Его рот был слегка приоткрыт, обнажая ряды белых зубов. На нем был белый плащ, который оставлял открытыми большие участки его фиолетово-зеленой кожи, придавая ему вид обесцвеченного зомби. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что под плащом его тела было обмотано серией толстых черных цепей, и цепи тянулись во все стороны, заполняя практически весь зал. Внезапно плотно закрытые глаза человека, похожего на зомби, резко распахнулись, и на его сморщенном и обесцвеченном лице появилось удивление. «Подойди ко мне», — скомандовал похожий на зомби мужчина чрезвычайно хриплым голосом, почти как будто его горло тоже было заполнено ветром и песком. Цепи на полу недалеко перед ним на мгновение зашевелились, и из земли медленно поднялась землисто-желтая выпуклость, которая затем превратилась во внушительного мужчину, одетого в костюм архаичных медных доспехов. Лицо мужчины было темно-зеленого цвета, почти как будто на его коже рос слой медной ржавчины, и он тут же упал на одно колено. «Чем могу быть полезен, патриарх? В последние 1000 лет кто-нибудь из моих учеников использовал цепи законов, разделяющие источник, которые я им даровал?» — спросил похожий на зомби мужчина. 300 лет назад мастер Фан Бань однажды использовал свои цепи, чтобы убить врага, выполняя задание для Дворца Бессмертных. Кроме этого, никто больше не использовал свои цепи, тут же ответил мужчина в доспехах. «Понятно», — задумчиво произнес похожий на зомби мужчина и, немного помолчав, распорядился: «Пошли сообщение Фан Баню».
скажи ему, что враг, которого он убил этими цепями 300 лет назад, все еще жив, и он вновь активировали силу законов, заключенную в этих цепях. Да, патриарх, ответил мужчина в доспехах. И еще скажи ему, чтобы он как можно скорее уничтожил этого врага. В противном случае я вмешаюсь через 100 лет и восстановлю силу законов в этих цепях, бесстрастно добавил похожий на зомби мужчина, медленно закрывая глаза. Глава 45. Это невозможно. Внутри своей пещеры Хань Ли медленно открыл глаза, выведя свое духовное чувство из своего тела, и на его лице появилось усталое выражение. Потратив немного времени, чтобы прийти в себя, он перевернул руку, чтобы достать голубую траву облачного журавля, которую он положил в рот и начал жевать, когда на его лице появилось задумчивое выражение. Спустя несколько мгновений он выдохнул, прежде чем внезапно нарушить молчание. «Товарищ Даос Мо Гуан, у меня есть к тебе несколько вопросов». Как только его голос оборвался, тень, которая отбрасывалась на землю перед ним, искривилась и вытянулась, после чего из тени поднялся мужчина в черной мантии с кожей, темной, как чернила. Мужчина молча посмотрел на Хань Ли. Тот, не теряя времени, сразу перешел к делу. «Ты знаешь какую-нибудь секретную технику, которая может запечатать зарождающуюся душу с помощью цепей, содержащих какую-то силу законов? Это как-то связано с печатью на твоей зарождающейся душе. После последних 2 лет восстановления Мо Гуан также добился определенных успехов в своем выздоровлении, но он все еще был довольно механистичен в своей речи». Хань Ли кивнул в ответ, а затем кратко рассказал Мо Гуану о том, в каком состоянии находится его зарождающаяся душа. Мо Гуан некоторое время молчал, прежде чем ответить. «Судя по моему прошлому опыту, в твоей нынешней ситуации тебе, скорее всего, придется восстановить свою прежнюю базу культивации магической силы, а затем полагаться на какую-нибудь секретную технику, чтобы снять печать с твоей зарождающейся души. К сожалению, из-за печати, которая наложена на твою зарождающуюся душу, ты не можешь культивировать и восстанавливать свою базу культивации, так что это кажется неразрешимой дилеммой». Я так и думал. На самом деле, моя ситуация еще хуже, чем ты только что описал. Даже если бы я взорвал свое физическое тело и завладел другим телом с помощью своей зарождающейся души, я все равно не смог бы освободиться от этой печати, сказал Хань Ли, нахмурив брови. Я помню, что ты недавно посещал библиотеку писаний этой секты. Ты обнаружил там что-нибудь полезное? Спросил Мо Гуан. Я прочитал все их писания, но ничего полезного не нашел, смиренно вздохнул Хань Ли. Мо Гуан снова замолчал на мгновение, прежде чем ответить. В таком случае, я могу только предположить, что в этом мире нет секретных техник достаточно высокого уровня, чтобы решить твою проблему. Скорее всего, тебе придется найти способ вернуться в царство бессмертных, прежде чем ты сможешь искать способ исправить это. В густом лесу где-то царствие бессмертных. Лес состоял из бесчисленных древних деревьев высотой более 300 метров, некоторые из которых были полны жизни и процветали, в то время как другие были засохшими и дряхлыми. Были и такие, которые имели пурпурно-красный цвет, представляя собой своеобразное зрелище. В глубине леса находилась открытая площадка размером в десятки тысяч футов. В этой области не было высоких деревьев, только заросли кустарников, что создавало резкий контраст с окружающей средой. Однако в самом центре этой области находилось странное древнее дерево, которое простиралось до самых облаков. Дерево было полностью темно-лазурного цвета, диаметром более 300 метров. Ствол дерева был чрезвычайно прямым, с очень небольшим количеством веток, и на дереве не росло ни одного листа, что придавало ему голый, столбообразный вид. Еще более интересным было то, что в какой-то точке над деревом из ствола по диагонали росли 7 или 8 веток, и эти ветки поддерживали массивное серое птичье гнездо, издалека похожее на перевернутую рваную соломенную шляпу. В гнезде лежала невероятно массивная птица, тихо постановая, по-видимому, испытывая сильную боль. Все тело птицы было изрешечено стреловидными перьями, у нее была непропорционально массивная голова, но довольно тонкая шея, и возле ее груди висел огромный мешок, который расширялся и сжимался с каждым ее вздохом. Внезапно птица полностью вытянула шею, высоко подняв голову, и настороженно посмотрела в определенном направлении, а скорость, с которой мешок перед ее грудью расширялся и сжимался, резко возросла. Лес на краю открытой площадки сильно зашелестел в 3 разных направлениях, и из каждого направления выпрыгнула человекоподобная фигура, прежде чем быстро полететь к гигантскому гнезду. Все 3 фигуры были одеты в облегающие черные одежды, и они выпрыгнули на открытое пространство в совершенной синхронности, причем даже степень их движений была совершенно одинаковой. Еще более примечательным было то, что эти 3 мужчин также были идентичны по внешности, и все 3 имели одно и то же красивое и молодое мужское лицо. Эти 3 быстро приближались к гигантскому гнезду с неописуемой скоростью, оставляя за собой след из остаточных изображений. Внезапно все 3 размылись, прежде чем исчезнуть. Огромная птица была сильно встревожена этим, и мешок перед ее грудью слегка вздулся, после чего она резко открыла клюв в направлении юго-востока, издав оглушительный крик.
Невероятно мощные звуковые волны, перемежающиеся с бесчисленными лазурными ветряными лезвиями, были направлены на высокие деревья впереди. Бесчисленные лезвия ветра образовали дугообразную стену под звуки громового грохота, и все кустарники на пути стены ветра были вырваны с корнем, прежде чем быть разорваны в клочья, в то время как все высокие деревья на пути стены также были повалены, прежде чем превратиться в опилки. Остатки всех этих растений были подхвачены стеной ветра, став ее частью, когда она продолжала проноситься через густой лес, не проявляя никаких признаков замедления. На юго-востоке две фигуры в черных одеждах, которые только что исчезли, внезапно снова появились из воздуха, прежде чем быстро опуститься на землю. В то же время их тела в унисон вспыхнули лазурным светом, и они мгновенно стали размытыми и нечеткими, когда пронеслись по воздуху, постоянно регулируя свою скорость спокойным и методичным образом, чтобы уклониться от всех приближающихся лезвий ветра. Громовой рев гигантской птицы продолжал раздаваться, и бесчисленное множество лезвий ветра было послано во все стороны вместе с разрушительными звуковыми волнами. Однако эти две фигуры смогли небрежно пройти сквозь лезвие ветра, как будто они прогуливались по парку, продолжая приближаться к гигантской птице, будто на их пути ничего не было. Когда эти две фигуры подходили все ближе и ближе, гигантская птица посмотрела вниз на гнездо под собой, а затем издала отчаянный вопль. Мясистый мешок на ее груди начал быстро расширяться, всего за несколько мгновений став таким же большим, как и остальная часть ее тела, и он все еще продолжал расширяться. Один из молодых людей в черной мантии пришел в ярость, увидев это. «Ты думаешь, что сможешь самоуничтожиться?» Не на моих глазах. Как только его голос оборвался, третий молодой человек в черной мантии, который все это время был скрыт, внезапно появился в воздухе над гигантской птицей без всякого предупреждения. Он размахивал длинным черным клинком, и одним движением запястья клинок мгновенно перерезал горло птицы посреди вспышки черного света. Из раны вырвался мощный порыв ветра, уносящий огромное количество синей крови, которая вырвалась на высоту более 30 метров, как кровавый фонтан. К тому времени, как фонтан синей крови иссяк, мешок на груди гигантской птицы также сжался до своих первоначальных размеров. Ее голова безвольно лежала в массивном гнезде, а перья были покрыты ее кровью. Под ней лежало огромное белое яйцо с пятнами синей крови, и оно было прижато к брюху гигантской птицы, выглядя очень одиноким и уязвимым. Три фигуры в черных одеждах бесстрастно спрыгнули с головы гигантской птицы, а затем направились к ее двум крыльям и хвосту. Порывшись некоторое время в густом оперении птицы, каждый из них выдернул светящееся перо. Как раз в этот момент из-под пояса одной из фигур в черной мантии внезапно вырвалась вспышка желтого света, сопровождаемая потоком срочного жужжания. Двое других тут же оказались рядом с молодым человеком в черной мантии, и три фигуры размылись, прежде чем быстро слиться воедино. Сразу же после этого молодой человек в черной мантии вытащил из-за пояса круглую коммуникационную пластину, а затем влил в нее свое духовное чувство, после чего его брови внезапно нахмурились, и он воскликнул: «Это невозможно!» В его глазах появилось злобное выражение, когда он заговорил. Он быстро убрал гигантское яйцо, прежде чем умчаться вдаль порывом свирепого ветра.